В этом видео я расскажу про психологическое и эмоциональное насилие или абьюз в отношениях. Оно будет полезно тем, кто в отношениях чувствует себя обиженным, разочарованным, сбитым с толку, непонятым, подавленным, обеспокоенным или бесполезным каждый раз, когда взаимодействует с другим человеком. В таких отношениях высока вероятность того, что вы являетесь жертвой психологического насилия. Почему психологический абьюз принято называть невидимым? Токсичные действия маскируются так хорошо, что их зачастую никто не замечает. Понять, что вы стали жертвой психологического насилия, невозможно в один момент. Это процесс. Психологический абьюз, в отличие от физического насилия, не оставляет синяков. Большинство из нас не подозревают о психологическом насилии, даже если оно происходит рядом с нами. Психологические абьюзеры – это люди, которых никто никогда не заподозрит в агрессии. Жертвы поэтому и страдают так сильно, потому что никто не видит, как их мучают. Психологический абьюз включает в себя контроль над другим человеком с использованием эмоций, чтобы критиковать, смущать, стыдить, обвинять или иным образом манипулировать. Психическое или эмоциональное насилие чаще всего встречается между супругами, однако токсичным человеком или абьюзером может быть кто угодно – родители, брат, сестра, бабушка, дедушка, тетя, дядя, дальний родственник, ваш парень или ваша девушка, муж или жена, выросший ребенок, друг, родня мужа или жены, сотрудник, начальник, учитель, наставник, тренер, словом, любой, кто состоит с вами в каких бы то ни было человеческих отношениях. Подписывайтесь на мой канал и смотрите далее. Бытует стереотип, что в таких отношениях виноваты только мужчины. Он абсолютно ошибочен. В причинении психологического вреда часто виновны женщины. Абьюз многолик. Однако всем токсичным людям свойственно убеждение, будто мир вращается вокруг них. В целом отношения являются эмоционально оскорбительными, когда существует постоянная модель оскорбительных слов и запугивающего поведения, которое снижает самооценку и подрывает психическое здоровье человека. Основная цель психологического насилия состоит в том, чтобы контролировать другого человека, дискредитируя, изолируя и заставляя его молчать. Это одна из самых сложных форм жесткого обращения, поскольку она может быть незаметной и коварной. В то же время эмоциональное насилие может быть явным и манипулятивным. В любом случае психологическое насилие подрывает самооценку жертвы, и жертва начинает сомневаться в своем восприятии реальности, в том, что она действительно права. В конце концов, человек может почувствовать себя в ловушке. Люди, подвергшиеся эмоциональному насилию, часто слишком уязвлены, чтобы терпеть отношения дальше, но слишком боятся расстаться. И так цикл повторяется до тех пор, пока чаша терпения не переполнится и что-то не будет сделано. Признаки эмоционального насилия. Есть несколько красных флажков эмоционального насилия. Имейте в виду, что даже если партнер, родитель, коллега или друг делает лишь несколько из этих вещей, а не делает их все, отношения с ними все равно будут эмоционально оскорбительными. При рассмотрении отношений также помните, что эмоциональное насилие часто бывает незаметным. В результате обнаружить признаки может быть чрезвычайно сложно. Если вам трудно понять, являются ли отношения оскорбительными, подумайте о том, какие чувства у вас вызывает общение. Если вы чувствуете себя обиженным, разочарованным, сбитым с толку, подавленным, непонятым, обеспокоенным или бесполезным каждый раз, когда вы взаимодействуете с человеком, высока вероятность того, что ваши отношения эмоционально оскорбительны. Кроме того, не попадайтесь в ловушку, говоря себе, что все не так уж и плохо, и не преуменьшайте поведение другого человека. Все заслуживают того, чтобы к ним относились с добротой и уважением, включая вас. Понимание этого может помочь вам остановить цикл эмоционального насилия. Какие же виды эмоционального насилия?
Эмоциональное насилие может принимать различные формы. Абьюзер выдвигает необоснованные обвинения в измене или другие признаки ревности, использует ревность как признак любви для того, чтобы удержать вас от общения с другими, может проявлять ревность к любым посторонним отношениям. Для психологического насилия характерна попытка контролировать поведение, локацию и круг общения другого человека. Абьюзер может взять ключи от вашей машины и спрятать, чтобы вы не поехали туда, куда им не нравится. Настаивают на том, что должны всегда знать, где вы находитесь. Используют GPS для отслеживания, мониторят ваше цифровое пространство, а именно текстовые сообщения, звонки, социальные сети и электронную почту. Критикуют вас или высмеивают ваших друзей, членов семьи и коллег. Критикуют за то, что жертва не выполняет задания в соответствии с их стандартами. Придираются к одежде, волосам, работе и многому другому. Используют газлайтинг – это подрыв, игнорирование или искажение вашего восприятия вашей реальности. При обсуждении произошедшей ситуации говорят такие вещи, как «вы преувеличиваете, этого не было, это тебе показалось, это неправильное твое восприятие, ты ничего не понимаешь». Они требуют, чтобы вы назвали точные даты и время при обсуждении вещей, которые вас расстраивают. А также, если вы не можете этого сделать, они отмахнутся от события, как будто его и не было. Создают изоляцию человека от его семьи, друзей, требуют, чтобы вы проводили все время вместе, ожидают, что вы отложите все и удовлетворите их потребности. Затевают постоянные ссоры с элементами неуважения и используют словесные оскорбления, публичное унижение, обвинения или попытки пристыдить, обесценивают ваши достижения, отказываются принять ваши реальные чувства, пытаясь навязать, как вы должны себя чувствовать. Обвиняют вас в том, что вы слишком чувствительны, слишком эмоциональны, отклоняют ваши просьбы, игнорируют желания и потребности как нелепые или незаслуженные. Обвиняют вас в эгоизме, материализме, если вы выражаете свои желания или потребности, не признают ваше мнение или идеи, ожидают, что у вас не должно быть никаких желаний, потребностей, и вы разделите их мнение, так как вам не разрешено иметь собственное. Могут манипулировать любыми способами, в том числе отказом от участия в отношениях в качестве наказания. Для токсичных людей характерны резкие смены настроения или внезапные эмоциональные всплески, непредсказуемое поведение, что вам кажется, будто вы ходите по минному полю. Абьюзеры относятся к вам как к своей собственности. Контролируют финансы. Посмотрите мое видео про финансовый абьюз. Ссылку на него прикреплю в конце и в описании. Также они демонстрируют чувство неудовлетворения, независимо от того, как сильно вы стараетесь или сколько отдаете. Сначала ваши отношения могут казаться нормальными и любящими, и эти типы эмоционального насилия будут использоваться позже, по мере развития отношений. Они могут начинаться медленно, что вы даже сначала их не заметите. Чем же отличаются абьюзивные отношения от обычной ссоры? Ссоры и эмоциональное решение каких-то вопросов – это нормальная часть отношений. Однако, если во время ссоры с другим человеком вы чувствуете, что вас запугивают, не уважают, унижают или оскорбляют, это может быть признаком того, что отношения перешли черту эмоционального насилия. Воздействие эмоционального насилия. Исследования показывают, что последствия эмоционального насилия столь же серьезны, как и физического, за исключением того, что вместо телесных отметин и синяков ваши раны невидимы для других. Они проявляются в неуверенности или отвращении к себе, ощущению бесполезности, нерешительности и других формах, которые мешают полноценной счастливой жизни. Когда эмоциональное насилие является серьезным и продолжительным, вы можете почувствовать потерю собственного достоинства. Со временем обвинения, словесное оскорбление, обзывание, критика и
газлайтинг могут настолько разрушить ваше чувство собственного достоинства, что вы больше не сможете смотреть на себя реалистично. Следовательно, вы можете начать соглашаться с обидчиком и стать внутренне критически настроенным. Как только это происходит, вы попадаете в ловушку оскорбительных отношений, полагая, что никогда не будете достаточно хороши ни для кого другого. В конце концов, вы можете отказаться от дружбы и изолировать себя с убеждением, что вы никому не нравитесь. Эмоциональное насилие может повлиять на дружбу, потому что люди, подвергшиеся эмоциональному насилию, часто беспокоятся о том, как люди их видят и действительно ли они им нравятся. Более того, эмоциональное насилие может вызвать ряд проблем со здоровьем. Последствия жесткого обращения для психического здоровья включают депрессию, расстройство пищевого поведения. Эмоциональное насилие может повлиять на вас физически, вызывая язву желудка, бессонницу, анорексию, лишний вес, гипертонию и другие заболевания. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Олеся Суворова. В следующих видео я расскажу, почему люди становятся жертвами и абьюзерами, как психологические абьюзеры вредят жертвам и как выйти из таких разрушающих отношений.